США и Британия проводят военную операцию против хуситов. Властей США нанесли новую серию ударов по хуситам в Йемене. Удары по позициям хуситов в Йемене. Мы не те, кто устраивает весь этот хаос в Йемене. Video circulating on social media shows an explosion just east of Yemen's capital, Sanaa. Скорее всего, вы что-то слышали о хуситах в Йемене в последнее время. Но уже совсем не факт, что вы знаете о том, что в Йемене с 2014 года продолжается гражданская война. И хуситы — это лишь одна из сторон, которая на данный момент контролирует столицу. Но знаете ли вы, что это лишь эхо войны севера и юга? А до 1990 года вообще существовало сразу два Йемена. И даже больше, что единого Йемена в современных территориях до 1990 года не существовало аж несколько сотен лет. Что ж, добрый путник, тогда сегодня отправишься на ковре ты в арабскую ночь, а точнее в республику Южного Йемена. Начнем мы с самого начала 20 века. До Первой мировой территория современного Йемена была поделена между Османской империей и Британией. Северная часть относилась к османскому вилаету Йемен, а южная входила в Аденский протекторат Британской империи. Мировая война стала последней для Османской империи, и 30 октября 1918 года она для турок окончилась мудросским перемирием. Спустя всего 3 дня после этого имам Яхья Хамид ад-Дин вошел со своими сторонниками в Сану, это нынешняя столица Йемена. Там он провел несколько встреч с вождями племен, турецкими чиновниками и принцами, а также исламскими учеными и судьями. И после этого он провозгласил себя его величеством Амиром Мутавакиль, а его королевство получило название Мутавакилийского королевства Йемен. Вот это вот необычное слово «мутавакиль» обозначает что-то вроде «уповающий» или «тот, кто полагается на Аллаха». То есть фактически он создал шиитское йеменское королевство уповающих на Аллаха. Забавно также, что поначалу в качестве флага он взял прямоугольное красное полотно. Это чтобы нам с вами было проще перепутать с республикой Банат, которую, между прочим, создали всего за 2 дня до этого. Кстати, видео про нее ждет вас сверху справа. После укрепления своей власти имам предпринял поход на британский Аден, но был вынужден отступить. Но поскольку наш сегодняшний рассказ именно про Южный Йемен, тут мы временно оставим королевство уповающих, упомянув лишь, что в 1934 году произошла война с первым саудовским королем Ибн Саудом. Он был человеком талантливым, не зря же современники давали ему такие прозвища, как Наполеон Аравии, Кромвель Пустынь, да и еще много других. Так вот, в ходе этой войны Йеменское королевство потеряло добрую половину своей территории, но для нас самое главное, что сохранило свою независимость. Итак, мы переметнулись на юг, к городу Аден. В 1837 году на мель близ Аденского порта сел торговый корабль Дриада, шедший под флагом Британии. Впоследствии английские моряки начали утверждать, что местный султан чуть ли не лично прискакал по морским волнам и поднял мель из-под воды, а также насадил на нее корабль. И причем все это только для того, чтобы местные рыбаки смогли разграбить английский груз. Все это незамедлительно стало причиной для британского ультиматума и последующего захвата города Аден. И как удачно, что Аден располагался в самом сердце Аденского пролива, одной из самых важных точек в мировой торговле, что тогда, что сейчас. По итогу, все окрестные территории были организованы в единый имперский протекторат Аден. Весь 19 и первую половину 20 века город рос и развивался. В 1937 году город Аден даже выделили в отдельную колонию, напрямую подчиненную Лондону. Однако процветание строилось лишь на торговле. Никакого собственного производства в регионе практически не было. Лишь 2 хлопкоочистительных завода и 1 консервная фабрика. Но время шло, и к концу 60-х годов 20 века Британская империя уже находилась в процессе своего вялого угасания. И, видимо, не в последнюю очередь из-за этого метрополии показалась интересной идеей создать государство из Объединенных Арабских Эмиратов. Так, подождите. А это еще кто такой? Это современные ОАЭ, что ли? А вот и нет, те создадут еще только через 12 лет. А сейчас на нашей сцене появляется Федерация Арабских Эмиратов Юга. Но при этом она занимает лишь запад протектората, а вот восток Аденского протектората независимости не получает.
И теперь небольшой бонус. Обратите внимание на звезду на флаге. Видимо, британским дизайнерам не очень понравилось ее расположение, и в 1962 году Федерация Эмиратов была преобразована в Федерацию Южной Аравии. Город Аден при этом вошел в состав Федерации, а вот звездочка повернулась против часовой стрелки. Не очень значительные с точки зрения торговли остатки Аденского протектората в своей восточной части были преобразованы в протекторат Южной Аравии. Такая арабо-дизайнерская идиллия посреди торговых путей продолжалась недолго, всего лишь до 1963 года, пока не разгорелся так называемый Аденский кризис. 14 октября в горах Эмирата Дали вспыхнуло восстание против британцев. Оно быстро охватывает один за другим регионы Йемена. Через год формируется фронт освобождения оккупированного Южного Йемена. И это нам важно запомнить, он назывался Флоси. В этот период йеменские повстанцы организуют множественные партизанские атаки и убийства британских офицеров и чиновников. Из забавного, оружие им поставляют контрабандой из Северного Йемена. Кстати, ненадолго вернемся и туда, на север. В 1962 году король Мутавакилийского королевства Ахмед, он же сын имама Яхья, умирает. Йеменская армия берет штурмом дворец и низвергает нового короля и провозглашает Йеменскую Арабскую Республику. Всего через 2 дня в Сану входят египетские войска. Так, секундочку, а Египет-то здесь при чем? Так вот, дело в том, что в те года популярна была панарабская идея. Это мечта объединить вообще всех арабов мира в одну страну. И королевство Йемен, опасаясь захвата Саудовской Аравии, предпочло вступить в государство под названием Объединенные Арабские Государства вместе с Сирией и Египтом. Ну то есть Северное Йеменское королевство ненадолго, с 1958 года, стало частью большого арабского государства. Так вот, египетские войска теперь входят в столицу и поддерживают переворот в пользу Йеменской Арабской Республики, соответственно, против короля. Монархисты же, увидев предательство, занимают города на границе с Саудовской Аравией и начинают вооруженное сопротивление. Так начинается гражданская война в Северном Йемене. Так, подождите. То есть у нас сейчас 1963 год, и одновременно у нас есть, во-первых, Йеменская Арабская Республика в Северном Йемене при поддержке Египта и СССР. Во-вторых, у нас есть Королевство Йемен в Северном Йемене при поддержке Ирана, Израиля, США и внезапно Саудовской Аравии. В-третьих, у нас есть Федерация Южной Аравии в Южном Йемене и Адене. В-четвертых, у нас есть британский протекторат Южной Аравии там же. И в-пятых, у нас есть повстанцы Флоси и НЛФ по всему Южному Йемену, которых поддерживают СССР и Египет. И, кстати, НЛФ — это еще одно действующее лицо, другая революционная организация, но на сей раз марксистская. Получается, я обещал вам 2 Йемена, а получили мы уже 5. Надо что-то с этим делать. Ну, короче, давайте их подсократим. Война в Северном Йемене заканчивается через 8 лет, к концу 1970 года, и побеждает в ней Арабская Республика. Сразу минус королевство со сложным названием, но про него мы забывать не будем, оно нам пригодится еще в самом конце. Теперь же возвращаемся на юг. Тут постепенно противостояние разгорается все сильнее и сильнее. К 1966 году ситуация уже накалена до предела. Из-за буквально 1000 инцидентов с нападениями на британских солдат, убийства спикера Совета Адена и потери контроля над самыми глухими регионами страны, колониальное правительство Южной Аравии оказалось отстранено, и при этом было введено прямое управление из Лондона. Но это только ухудшило ситуацию еще сильнее, и в 1967 году уже весь Южный Йемен тонет в беспорядках и бунтах. 10 февраля 1967-го в Адене для подавления восстания развернуты британские войска. Город тут же захлестывают городские бои. Британские войска с трудом подавляют восстание НЛФ в городе. И сразу же за ним начинается еще одно восстание, на этот раз в Флосе. Я напоминаю, что первые марксисты-коммунисты, вторые арабы-националисты. К июню 1967 года все ухудшается еще сильнее. Начинается арабо-израильская 6-дневная война. И Британия в глазах арабов является союзником Израиля. Поэтому сотни солдат и полицейских Южно-Арабской Федерации поднимают мятеж в одном из районов Адена. Этот мятеж тут же поддерживают НЛФ и Флоси. И на этот раз британцы уже теряют не просто солдат, но и целый вертолет в боях с ними. В итоге британское правительство принимает решение вывести войска и администрацию
операцию из Южного Йемена. Происходит это в ноябре 1967 года без каких-либо предварительных условий. Кстати, в дополнение ко всем бедам в Йемене, из-за временного перекрытия Суэцкого канала и шестидневной войны, британцы полностью потеряли возможность снабжать своих колониальных солдат. По сути, колониальное правительство и Федерация Южной Аравии были просто брошены на произвол судьбы. И повстанцы отправились занимать брошенные города, объявив попутно о создании Народной Республики Южного Йемена. Из интересных фактов конца 1967 года, когда повстанцы Национального фронта устроили поход для установления своей власти, они один за другим начали захватывать шейхства, составляющие как федерацию, так и британский протекторат. И попутно они арестовывали местных султанов чуть ли не раз в несколько дней. Подведем итог. В сухом остатке, после непродолжительной борьбы внутри, между фракциями среди разных повстанцев, верх в этой борьбе взяли сторонники НЛФ, так как на их сторону встало большинство силовых структур недавней федерации. Так, 30 ноября 1967 года на карте появился Южный Йемен. Но как вы думаете, а где же здесь возник казус? Вроде бы все стройно, и на юге, и на севере победила та сторона, которую поддерживали СССР и Египет. Но есть одно «но». На севере победили сторонники Объединенной Арабской Республики, а вот на юге социалисты, ориентированные на СССР. И союз-то уже, получается, не особо склеивается. И снова вот у нас две разных страны с двумя разными идеологиями. Но хотя бы пока что они объявляют о позитивном нейтралитете по отношению друг к другу. Давайте промотаем еще немного времени вперед. В 1969 году Южный Йемен получает дипломатическую поддержку и признание от Кубы, Восточной Германии, Северной Кореи и СССР. Отсюда же следуют и первые указы. Правительство приступает к программе национализации, вводит централизованное планирование, устанавливает ограничения на владение жильем, а также проводит земельную реформу. И за 6 лет ВВП страны увеличивается на 25%. При этом же значительное противодействие исходит от консервативной части населения. Ну конечно, кому вообще в своем уме может понравиться переход к общему образованию, запрет браков по расчету, равные права для женщин и отказ от шариата? Кстати, тогда же тут появляются авиационные и морские базы СССР на острове Сокотра. Но что же у нас с отношениями с Северной Йеменской Арабской Республикой? Кстати, давайте вместо длинного Йеменская Арабская Республика будем просто использовать ЯР. Ну тут как-то по-пиратски получилось, но тут могу только предложить вам посмотреть про Республику Пиратов. Ссылка вас снова ждет сверху справа. Так вот, ЯР постепенно стал отдаляться от Южного Йемена. Перебежчики и враги режима Южного Йемена стали перетекать туда через границу. А сам ЯР стал смещаться все ближе и ближе к Саудовской Аравии и США. Забавные метаморфозы, да? В итоге, в 1972 году Северный Йемен организовал целый отряд изгнанников с юга, выдал им артиллерию, бронемашины и отправил обратно на юг с целью захвата власти. Южный Йемен ответил со всей жестокостью, с применением авиации и тяжелых вооружений. В итоге захватчики были выбиты с занятой территории, а не менее 200 из них погибло в боях. В целом, мир на этот раз понял, что армия у Южного Йемена очень даже боеспособна. А аналитики отметили способность проводить спланированные войсковые операции. Будет честно отметить, что Юг также спонсировал разные оппозиционные группировки на севере. Но самое милое в этом конфликте было то, что завершение ему положило Каирское соглашение, в котором, кроме прочего, был выдвинут план объединения двух стран в единое республиканское и демократическое государство. Но к 1978 году план был заброшен. И все потому, что взаимные противоречия только нарастали. 23 июня 1978 года президент Юга Салим Рубай-Али связался с действующим президентом ЯР. При этом он секретно попросил принять своего посланника. Когда посланник прибыл к президенту Севера и открыл свой портфель, то прозвучал взрыв. Президент Севера погиб. Сказать, что новости шокировали кого-то на юге, это не сказать ничего. Салема Рубая вызвала на ковер его же партия, но он подал заявление об отставке и тут же организовал переворот против своих бывших соратников. Но все же его смогли задержать и казнить. Однако риторика между севером и югом после этого перешла в самую агрессивную фазу.
Больше того, после этого начались пограничные бои, а к концу февраля 1979 года они перетекли уже в полномасштабную войну. Общевойсковая операция Южного Йемена с 3 фронтов поставила Север на грань полного поражения. Но Лига арабских государств спасла Яр. Она поспособствовала подписанию Кувейтского договора, который предполагал отсутствие территориальных изменений и размещение миротворцев на границе. Также было переподписано второе соглашение о будущем объединении стран, и которое в очередной раз успешно отправилось в помойку, ровно так же, как и предыдущее. Продвинемся еще немного вперед. В 80-м году президент Юга Абдул-Фатах Исмаил подал в отставку и был отправлен в изгнание в Москву. На смену ему пришел Али Насир Мухаммад. Ну и зачем я вам это рассказал? А все не так просто, потому что это привело к двум вещам. Во-первых, Юг ограничил свои притязания к соседнему Оману и Яр и стал сближаться с правительством Севера. А во-вторых, в 1985 году бывший президент Исмаил снова вернулся в страну и был назначен секретарем Центрального комитета партии Южного Йемена. Мухаммада же при этом отстранили. Поэтому через год, в 1986-м, Мухаммад и его сторонники подняли восстание. Это событие теперь известно как Вторая Йеменская гражданская война. Правда, эта так называемая гражданская война длилась всего 2 недели. И по итогу Исмаила убили при обстреле Адена Йеменским флотом. Но, как ни парадоксально, его сторонники все-таки победили. Мухаммад же бежал со своими 60 тысячами сторонников на север, в Яр. В ходе боевых действий погибли, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек. Так что все-таки давайте согласимся на термин «гражданская война». Пусть она получилась и не такая продолжительная. Но вот наступает перестройка в СССР. На ее фоне сокращается советское финансирование. Южный Йемен вынужден проводить реформы. Политзаключенных одного за другим освобождают. Создаются новые политические партии. Постепенно появляется частный сектор. В 1988 году правительства Яр и Южного Йемена в 3-й раз подписывают соглашение о начале сближения. И целью его является, конечно же, объединение двух стран. В результате личных переговоров правителей Юга и Севера в ноябре 1989 года принято историческое решение об объединении двух Йеменов в единую Йеменскую республику. Это, не побоюсь сказать, историческое соглашение подписывают лично президент Севера Али Абдалла Салех и глава Юга Али Салем Аль-Бейт. Первый стал президентом единой страны, а второй вице-президентом. То есть Север все-таки победил. И, конечно же, такие объединения не проходят гладко. В новых реалиях элиты Юга оказались полностью оттеснены от власти. Южане практически полностью потеряли свое влияние в министерствах и общей армии. Бывший президент Юга понял, что что-то идет не так, и в 1993 году удалился из Саны в Аден и объявил, что он не вернется, пока жалобы южан не будут учтены. Тогда же он провозгласил о возрождении Южного Йемена. И начались полноценные военные действия с участием танков и авиации. А ВВС возрожденного Южного Йемена даже несколько раз нанесли удар по Сане. Но на этот раз мировое сообщество единогласно осудило Южный Йемен. Теперь уже южане искали поддержки у Саудовской Аравии и Омана. Но все тщетно. 3 года без независимости дали свои плоды. Теперь не в пример войны 1979 года, куда эффективнее и слаженнее оказались военные с севера. Они провели общевойсковое наступление и взяли город Аден штурмом. Поток из тысяч беженцев хлынул в соседний Оман. И вот мы наконец-то уже в последней главе нашей истории. В 2009 году сепаратистские настроения на юге вновь начали расти. К этому моменту было создано южное движение, которое стало стремительно набирать сторонников. Параллельно с ним невиданную популярность на севере начали набирать повстанцы-шииты, выступающие за восстановление теократической монархии, по примеру Мутавакилийского королевства. И эти повстанцы как раз-таки и получили название хуситов. В том же 2009 году хуситы развернули активные боевые действия в северных провинциях против армии. В 2010 году временно было заключено перемирие, и все как будто бы затихло. Но наступает 2014 год. Хуситы поднимают уже настоящее, полноценное восстание. Сначала они захватывают город Амран и громят штаб бронетанковой дивизии армии Йемена. После ответных ударов со стороны ВВС Йемена по хуситам, те разворачивают уже полномасштабную войну против правительства и в этом преуспевают.
Они занимают столицу Йемена, город Сану. И казалось бы, вот он, успех достигнут. Но президент Хади смог сбежать в Аден. Тогда хуситы двинулись на Аден и начали его штурм. И на юге они тоже добиваются успехов. И берут Аден 19 марта 2015 года. Президент вынужден бежать из страны, но попутно, выезжая за границу, он призывает всех, кого можно, вмешаться в ситуацию военными силами. И Саудовская Аравия откликается. Во главе Лиги арабских государств через 7 дней она начинает военное вторжение в Йемен. Параллельно всему этому, значительные регионы Йемена оказываются под влиянием Аль-Каиды. В июле армия Саудовской Аравии отбивает Аден у хуситов. И вот знаете что? Если вы еще не поняли сами, то я вам помогу. Йемен в этот момент буквально расходится по швам. И к этому моменту уже окончательно. И, конечно, нет ничего удивительного в том, что в ситуации, когда Аден переходит из рук в руки между шиитскими повстанцами и иностранными интервентами, местные жители взялись за былое. Да тут еще и очередной участник конфликта. Объединенные Арабские Эмираты, вовсю действующие в этой войне как отдельная сторона, подключились и поддержали создание отдельного южного правительства. Оно противостоит и хуситам, и президенту Хади, и правительство это ставит своей основной целью возродить Южный Йемен. Ну или, по крайней мере, добиться ключевого влияния южан на политику страны после того, как будет достигнута победа над хуситами. Но как бы то ни было, давайте уже оставим Южный Йемен там, где он есть. У него есть как все шансы на возрождение в ближайшем будущем, так и возможность навсегда исчезнуть с карты. Но мы-то с вами теперь знаем, откуда начинается его длинная и запутанная история. И какой нелегкий путь мы прошли вместе с ним, пока он дошел до сегодняшнего дня.